С вами Скиталец, и я приветствую вас на прохождении мода «Зимний снайпер», первая серия. Вот после начала игры мы сразу и появляемся. Играем мы с вами в этом моде за монолитовца по кличке Барс. Приветствую, Барс. Я лидер группы монолитов Припяти. Для меня честь беседовать с одним из самых верных слугой его. Мне доводилось слышать, что ты один из лучших наших снайперов. Приветствую, Гарм. Возможно. Предпочту показать себя на деле, а не на словах. Будь уверен, у тебя выпадет такая возможность. Нынче в Припяти неспокойно, потому нам и понадобилась помощь со стороны ЧС в твоем лице. К тому же, зимнее время года вносит свои особенности. Что же произошло? После отключения выжигателя мозгов, группировка лишилась одного из самых эффективных своих оружий. Мы единственные, кто стоит на пути неверных к ЧС. И сейчас подходы к станции кишмя кишат сталкерами. К тому же, как я уже сказал, с наступлением холодов, помимо врагов, нам приходится бороться еще и с риском обморожения. Обморожение? Можно поподробней? Вселенные аномальным климатом зоны зимний катаклизм может представлять собой опасность, так как температура обычно держится возле достаточно низких значений. Внимательно выбирай себе экипировку. Каждый комбинезон защищает от холода по-разному. Если же почувствуешь первые признаки обморожения, в этом случае экран будет покрываться льдом. Ищи ближайший костер или испей горячительных напитков. Лучше всего греет костер или чай, однако в критических ситуациях можно использовать и водку. Понял, постараюсь не замерзнуть. Отлично. К слову, зима интересным образом повлияла на аномалии и артефакты. Аномалии изменили свой внешний вид, а вот артефакты по какой-то причине стали видимыми. Когда раньше мы использовали специальные детекторы для их обнаружения, сейчас при должной внимательности их можно увидеть и так. Однако будь осторожен, каждый тип аномальной активности излучает свой спектр вредных частиц, от которых может защитить только комбинезон. К примеру, вокруг большого скопления электр ты наверняка почувствуешь головокружение, вследствие действия на разум сильного электромагнитного поля. Буду иметь в виду. Хорошо. Теперь что касательно задания. Мы получили сведения. Черт. Судя по всему, сюда движется группа наемников. Так, приготовиться к отражению атаки. Барс, займи позицию, поговорим после. Как раз проверим тебя на деле. Слушаюсь. Вот такая вот у нас зимняя модификация. Под стать предшествующим праздникам решил поиграть в что-то зимнее. Попроходить. Нам надо сюда. Что у нас с собой есть? СР-25. Пачка патрон к ней. Так, а нам надо наверх, да? Ну давайте. Так, вот здесь у нас уже верный молится. Так, вроде бы заняли позицию. Или еще нет? Ага, нам еще выше надо. Оба. Отбить атаку. Вот и все. Поговорить с Гармом. Зацепили тут меня немного. Так, а это у нас что? Чай. Хорошо согревает. А это спальный мешок. Красивая зимняя погода. Мод, по идее, короткий. На пару серий. Но должен быть интересным. Так, что-то у меня уже обморожение началось. Хорошая работа. Ты и в самом деле настолько хорош, насколько о тебе говорили. Если тебе нужны будут средства, тебе стоит обратиться к нашим братьям. Думаю, у них найдется для тебя задание. Поговорить с торговцем, с техником и медиком. Благодарю. Только что мы получили сигнал СОС, КПК нашего брата. Его зовут Нибелунг. Судя по всему, он попал в беду где-то в районе больницы. Тебе стоит проверить эту точку. Я пошел. Ой-ой-ой. А у нас здоровье уходит, обморожение. Нам бы где-то костер найти. Братья мои, у вас костра тут нигде нету? Под лампой не греет, да? Так, ладно, давайте чая бахнем и поговорим. Так, ты у нас кто? Лекарь. Приветствую, брат. Что привело тебя ко мне? Меня зовут Барс. Гарм посоветовал обратиться к тебе касательно работы. Я благодарен нашему лидеру за это.
Да, работа действительно есть. Недавно наши братья на юге Припяти получили посылку с различными медикаментами, кое они должны были передать мне. Однако что-то с ними произошло. Принеси мне лекарство. Хорошо, я это сделаю. Так, это у нас где? А вот и медикаменты. Так, ты у нас кто? Гайкин. Приветствую, брат. Что привело тебя ко мне? Мое имя Барс. Лидер сказал, что у тебя может быть задание для меня. Возможно, и будет. Барс, в смысле снежный? Вероятно, учитывая ситуацию за окном. Так что же за дело? Время от времени для проведения специфических модификаций я использую частицы артефактов зоны. Не далее, как вчера, я обнаружил, что запас артефакта «Изумрудное око» подошел к концу. Я его применяю в качестве этакого катализатора процессов, протекаемых у других артефактов. Хвала Монолиту, у меня есть запас. В свое время заказал со стороны ЧС, ибо нигде больше сей редчайший артефакт не водится. И тебе нужно, чтобы я принес этот артефакт из твоего тайника, верно? Да, но не все так просто. Держи. Защитный плащ. Что это? Артефакт сей способен генерировать импульс неизвестной природы. Плащ, который я тебе дал, был изготовлен мной из другого не менее редкого артефакта. Молоко ночи. Или молоко ночи, не знаю как. Сейчас его уже практически не встретишь. Однако только он способен нейтрализовать вредный импульс. Будь осторожен, если попытаться перенести артефакт без этого плаща, верная смерть. И да, к слову, плащ не самая лучшая вещь против холода, так что советую запастись чаем или чем-то покрепче. Понял, веселая перспектива. Отлично. Вот артефакт у нас здесь. Дал действительно он нам плащ, но у нас только один чай с собой. Можно, конечно, этих ребят полутать. Опа, а тут наши уже лутают. Ох, ни хрена себе. Это что у нас? Пистолетные запчасти. Водка. Ну и в принципе всех остальных мы вроде как полутали. Либо полутали наши братья. Интересно, что с ними делать. Можно продать технику, после завершения квеста всегда будь осторожен. Отлично. Так, и артефакты у нас есть. Электрозащита. И максимальный вес. Это хорошо. Как-то сильно ярко. Так, плюс-минус целую ЛР-ку нашли. Ну идемте попробуем сразу забрать артефакт для техника. Ой-ой-ой. Так, это в этом здании. Ай-яй-яй. Я так понимаю, сюда надо будет пробираться, так как мы в оригинале и шли. Так, аккуратно. Опа, вот и ломоть мяса лежит. Не достаю. У нас уже жопа морозится. Ты ё-моё. Забрали. Опа, там кабанчики. Надо быстрее перескакивать. Опа, еще один артефакт. Опа. Вот и все. Вот это изумрудное око наше. И нам надо действовать быстро. Восстановление здоровья, но радиация. Эх. Ладно, одеваемся в плащ. Забираем артефакт и бежим. Главное, шею себе не свернуть, а то будет не очень приятно. Пиздец. Ладно, бежим еще раз. Кстати, как ваше праздничное настроение? Можете написать в комментариях, пока я тут не сдох. Так, вот и был первый вылет у меня. Все, несем артефакт нашему технику. Да, зимой не побегаешь долго. Я принес артефакт. Отлично, вот, держи. Да, еще кое-что. Слушаю. Надеюсь, не очередная побегушка. Почти. Братья часто приносят оружие на ремонт, а качественные запчасти, как назло, не всегда можно обнаружить под рукой. В Припяти где-то должны они быть. В общем так, если что-то подобное найдешь, неси мне. За детали к пистолетам я буду платить по 300 рублей. За что-то более увесистое по 500 и 800 соответственно. По рукам? По рукам. Ой-ой-ой-ой-ой. Костюм надеваем. Так, ну я нашел детали. Отлично, вот за работу. Ладно, бежим. Не посмотрел я, кстати, есть ли у нас торговец какой-то на базе. Ну да ладно. Бежим на сигнал СОС тогда.
Где-то рядом с госпиталем. Костер бы какой-то найти. Так, что у нас здесь? Мы почти на метке. Интересно, откуда и шел этот сигнал? Тайничок. Опа. Какая-то документация. Фото за информацией. Поговорить с торговцем. Ага, так у нас все-таки есть торговец на базе. Так, блин. Надо побыстрее искать, кто отправлял сигнал СОС. Пока я тут не откинулся окончательно от холода. Очень интересную функцию, кстати, придумали, вот это замерзание. Так, ну я пока никого не вижу. Возможно, это вообще на крыше у нас. Но и на крыше никого не вижу. Я думаю, не часто можно найти модификации, где мы можем играть за монолитовца. Но, возможно, я ошибаюсь. Так, у нас произошел вылет, но я так понимаю, это нам на руку. Надо найти торговца, поговорить с ним. Ты торговец? А, да. Гоблин. Приветствую, брат. Что привело тебя ко мне? Гарм посоветовал поговорить с тобой касательно некой работы. Да, очень даже своевременно. В Припяти до сих пор находится великое множество различной информации, связанной с секретными проектами вблизи ЧАЭС. Неверные активно ищут их, но информация не должна попасть им в руки, ибо неверные используют ее, дабы осквернить монолит. Приноси мне все, что найдешь. За каждый документ ты получишь 4000. Хорошо. Так, ну что, побежали еще раз. Опа. Вот это класс. Химера. Ага, вот и ПДА. Что это у нас здесь? КПК Нибелунга. Последняя запись на КПК гласит: неверные идут за мной. Настигают. Великий монолит, за что ты так со мной поступил? Дальше слышится звук глухого удара и чей-то голос, приглушенный противогазом. Волкодав, Гаврика скрутили. Доставляем в КБО юбилейное. Ага, понятно. Его наемники забрали. Так, а что это у нас за записка? Финальная стадия. Выдержка из стенограммы обращения профессора Мизингера. Дорогие товарищи, коллеги, ученые-собратья, сегодня в этот знаменательный день мы собрались по удивительному поводу. Прошло много лет с тех самых пор, когда мы добровольно самоустранились от жизни так называемого цивилизованного мира. Многое было сделано за прошедшие годы. Многое было потеряно и отдано в жертву будущему человечества. Сейчас, в этот момент, я хочу сказать, что все было не напрасно. Мы добились успеха в самом главном и многотрудном из наших начинаний. Наш проект «Объединенное сознание» или «Осознание» вошел в финальную стадию экспериментов. Остались в буквальном смысле слова считанные дни до того счастливого мгновения. Так, я замерзаю. Остались в буквальном смысле слова считанные дни до того счастливого мгновения, когда мир изменится навсегда. Больше не будет бедности, нищеты, несчастных и обездоленных. Не будет разрушительных военных конфликтов и миллионов жертв. Не будет ненависти, зависти и предательства. Не будет тех явлений, которые мы называем злом. Все только начинается. История человечества начинается с чистого листа. Ага. Это у нас записка о сознании. Вернее, их представителей. Так, КБО юбилейный. Это у нас где? То я уже забыл. Вот это у нас. Так. Ну давайте сразу сбегаем за посылкой для нашего врача. Поскольку мы чая накупили, думаю, можно будет пробежаться. Так, а здесь у нас гравий-аномалии. И артефакт. Тайничков здесь нету с документами. Да, зря я, конечно, начал улучшать костюм. Ой-ой-ой. Ну вот, видимо, те эффекты, о которых и говорил Гарм. А это у нас что такое? Ух ты, ни хрена. Все, зону покрыло снегами. Там у нас в небе какая-то аномалия. Тут прям целое сборище аномалий. А здесь скопление электр. Опа, это что у нас такое? Растение?
Аномальное растение. Можно продать медику после завершения квеста «Здоровье превыше всего». Понял. А еще есть такое? Опа, еще какие-то документы нашли. Ладно, потом почитаем. Да, тут надо все осматривать очень тщательно. Опа. Вот это аномалия. Дверь заперта. Не открывается, не поддается. Но артефактов рядом с этими аномалиями я не наблюдаю. Хотя нет, все-таки вон артефакт один валяется. Как бы нам его аккуратненько забрать? Опа. Теперь аккуратненько выйти. Что это у нас, слюда? А нет, выверт. -3 радиации, между прочим. И грави. Так, ну нам надо как-то это обойти. Аномальное поле. Так, вон у нас снорки. А еще кто-то отмечается на радаре. Кто это у нас здесь? Миникарты нету, не могу понять. Главное, чтобы не враги. Какие-то военные. Блять. Ну, конечно. Ну да, захотел, чтобы военные мирно к монолитовцам относились. Сейчас мы разберемся с этими неверными. Ух ты, блядь. Вот кто убил нашего брата. Покойся с миром, пидорас. Калаш, артефакты. Нормальная иконка у них. Опа, детали. Так, а заряженные они неплохо. Так, осматриваемся. Может, еще какие документы тут найдем. Хотя нам надо найти наш контейнер с медициной, я так понимаю. Опа. Все, ребятки. Забираем. Убивать их или нет? Но коль поклоняются монолиту, то пусть живут. Давайте встанем вот здесь возле костра, чтобы не замерзать, и почитаем. Руководство проекта «Пси-барьер» профессору Чубко В.М. От руководства лаборатории X16 доктора Приходько П.С. 23 апреля 2002 года были проведены экспериментальные испытания блока ZX-16 на запредельных режимах. В абсолютных значениях величины пси-поля были равны 170-190 ПСА. Испытания проводились в условиях принудительного занижения в 2 раза аварийного барьера отключения из-за теплового перегрева. В ходе испытаний через 5-6 минут непрерывной работы установки было зафиксировано появление неуправляемых пикообразных всплесков пси-излучения и наведенных полей. Сила пси-поля варьировалась в пределах значений на 50-60% превышающих расчетные параметры установки. Полученные значения невозможно объяснить ранее обсуждавшейся теорией Касьянова о наведенных пси-полях, поскольку теория предполагает понижение пси-поля в момент перегрева излучателя, а зафиксировано было обратное. Биоматериалы, подвергнутые воздействию пси-полей во время эксперимента, пришли в негодность по причине необратимых изменений в деятельности мозга и центральной нервной системы. Для продолжения исследований нам необходима новая партия биоматериалов в количестве 10 особей животных и 10 человеческих. Ну понятно. Рассказывается за эксперименты ученых. Да, на другом конце Припяти. Ну и по локациям у нас, соответственно, только одна Припять. Бежим обратно к нашим братьям. Можно было бы, конечно, по дороге самим зайти в КБО юбилейный, но поскольку у нас задание лежит поговорить с нашим командиром, то так и сделаем. Южной точки монолита больше нет. Ее заняли военные. Я забрал у них посылку. Плохо. Поставщики снаряжения не могут доставлять товары напрямую сюда, в северную часть Припяти. И захват неверными юга существенно усложнит жизнь группировки. Мы можем попытаться отбить южную часть Припяти. К сожалению, сейчас мы не обладаем нужными ресурсами для этого. Но есть другой выход. Как-то я обнаружил интересные образцы растений, из которых получается эффективный анестетик. Судя по всему, это что-то вроде аномальной версии зимних подснежников.
ибо я не могу по-другому объяснить их феноменальную стойкость морозам. За каждый найденный образец я буду платить 1000. Как правило, они любят дома и различные подвальные помещения. Хорошо, буду иметь в виду. Мы нашли с тобой один... Так, надо чая выпить. Мы нашли один такой. Я нашел тебе нужное. О, благодарю. Храни тебя, монолит. Так, теперь идемте к торговцу. Или нет, давайте сначала детали отдадим. 3200. Я нашел кое-какие записи. Отлично, держи. Ты хорошо поработал. Будет еще что-то, дай знать. Так, ладно, идемте с Гармом говорить. Я проверил район больницы. Нибелунга похитили. Судя по всему, он сейчас находится где-то в КБО юбилейном. Похитители называют своего лидера волкодавом. Черт. Волкодав — это лидер здешних наемников. КБО юбилейная — их база. Нибелунг был нашим хранителем. Так мы называем приближенных к монолиту слух. Ему известно много того, что никогда не должны узнать неверные. Предлагаешь штурм? Именно. В районе старой школы тебя будет дожидаться отряд. Думаю, снайпер им будет очень даже кстати. Возьмешься за работу? Почту за честь. Так, ну давайте бежать. Я думаю, зачистим наемников и на этом нашу серию закончим. Да, будут, я думаю, такие небольшие короткие серии, поскольку мод все равно не длинный. Где-то здесь наша точка. Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. Озари сиянием твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли твоей. В бой, защитники монолита! В бой! Отомстим за павших братьев наших! Да будет благословенно вечное их единение с монолитом! Смерть! Лютая смерть тем, кто отвергает его священную силу! Аминь. Зачистить базу наемников. У нас... Ага, нам отсюда, видать, надо. Да, вижу. Неверных. Странную точку вы, конечно, мне предложили. Блядь, я думал, это свой. Ни хрена вы долбите, ребята. Ты, блядь. Придурок. С каким-то пулеметом. То ли что. Не знаю, свой не свой это был. Я надеюсь, не свой. Наших ребят уже повалили. Опрыгался ты, парень! То я. Здорово. Давай, давай. Что ты сидишь тут? Патюк. Пиздец. Ну вы, пацаны, даете. Здорово. Здорово. Мужики, я вообще-то... Здорово. Мужики, я вообще-то снайпер. Вам кто-нибудь об этом говорил? Мне бы надо было какую-то возвышенность взять. Здорово. Посрать зашел. Занято, блядь. Хрен тебе. Говорю, занят. Шел нахер. Сука, гандон. О, лутает, блядь. Следовать 5-й этаж. Вот, блядь. Стоит своего, лутает. Я еще здесь. Так, что же здесь обследовать? Еще какие документы найти? Кстати, можно прочитать ту синюю папку. Можно продать торговцу после завершения квеста «Зимний хаос». Так, давайте на паузе почитаем. Выдержка из стенограммы обращения профессора Мизингера М.А.
Сегодня, в этот осенний день, 12 ноября 1991 года, я хотел бы обратиться к собравшимся коллегам с небольшим обращением. До нас дошла информация, что наши товарищи из организации «Мост» вынуждены были скрыться за рубежом. Мы лишились информационного прикрытия и финансовой поддержки. Рано или поздно правда откроется по документам, которые находятся в архивах различных спецслужб и правительственных организаций. Времени мало, и его нужно использовать с максимальной отдачей. Наши действия должны быть такими же жесткими, как и условия, в которых мы оказались. СССР больше не существует. Мы должны стать учеными-отшельниками, отрезав от себя все мировое сообщество. Мы уже далеко не зеленые юнцы, которые начинали здесь свою работу. Для обычных людей мы чудовища, и это истина, которую каждый из нас должен осознать и принять. Но надо всегда помнить, ради чего мы боролись, невзирая на иногда невыносимые условия работы. Мы должны продолжать свою деятельность, столь необходимую нашей Родине и всему человечеству в эти нелегкие времена. Так, еще один тайник. 5 чая и документация. Так, что это у нас за документы? Начальнику колонии строгого режима, 1296 БИС, Пахло КП. От руководителя агропромышленного предприятия «Кристалл», профессора Чубко ВМ. Кирилл Петрович, вы ведь прекрасно понимаете, что пришлете эту партию заключенных и будете присылать всякий раз, когда я потребую. Если закончится в вашем подсобном хозяйстве, то найдете у своих коллег по цеху. Это не мои проблемы. Как вы будете справляться с поставленными задачами? Если о ваших делах узнают, то сидеть вам придется в точности с теми людьми, которых вы нам отсылаете. Поверьте, что умирают наши подопечные очень мучительно и долго. Представляете себя рядом с ними в нашем подвальчике? Если мы убиваем ради пользы всего человечества, то с вашей стороны вопрос упирается в банальные деньги. Хотя правильнее сказать, в очень небанальные деньги. Впрочем, мы люди не жадные. Назначайте любую цену, какая вам придется по душе. Между прочим, не фарисействуйте и насчет Бога не переживайте. Он нас потом всех простит, когда узнает, какое великое дело мы сделали. Напоследок еще добавлю, что давно пора перестать беспокоиться о министерских проверках. Объяснял вам неоднократно, что моим людям президент не указ, не говоря уже о министерствах. Поэтому расслабьтесь, дорогой наш Кирилл Петрович. Вопрос с министерством будет разрешен. Получайте удовольствие от жизни с вашей юной супругой или подыщите экземпляр, более подходящий вашему притязательному вкусу. Очередная документация об опытах. Я видел какие-то двери, когда мы проходили. Ага. А вот и он. Умер бедняга. Я нашел Нибелунга, он мертв. Однако при нем была записка о неком артефакте «Ледяное пламя». Так, ладно, давайте здесь лучше почитаем. Вот, значит, что они искали. Этот артефакт обладает способностью телепортации носителя в любое место в пределах зоны. Нельзя, чтобы он попал в руки неверных. Я постараюсь заполучить артефакт первым. Нам надо найти артефакт «Ледяное пламя». Так, и что же у нас тут он оставил? Записка Нибелунга. В записке говорится о неком артефакте «Ледяное пламя», способном в пределах центра зоны телепортировать живое существо в любую точку пространства. Однако, согласно записи, для того, чтобы его получить, необходимо собрать определенные части артефакта, необходимые для слияния. Их координаты, правда, зашифрованы в форме стиха, но артефакт сей получен быть должен, лишь когда частями будет он сложен. Первую там, где сейчас ты ищи, на самый верх, на крышу свищи. Прыгай, не бойся, сверху. Прыгай, не бойся, вверх и вниз, лишь так обнаружишь свой ты сюрприз. Вторая же найдена будет не рядом, где гастроном где-то полчаса крядом. Но будь осторожен, там одна тьма, грави ловушками виснет беда. Судя по всему, именно этот артефакт и интересует наемников. Необходимо разгадать стих и собрать артефакт быстрее, чем его сумеют заполучить наемники. Так, ну и на этом мы будем с вами прощаться. Очень такой атмосферный зимний мод. Опять же, как я говорил в начале серии, под стать праздником. Пишите, кстати, возможно, вы знаете какие-то еще зимние моды. Думаю, будет интересно попроходить. Ну а пока подписывайтесь, ставьте лайки. И всем удачи!